Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас очень интересная тема. Многие ностальгируют по Советскому Союзу или по жизни в Советском Союзе или по своей молодости. Но действительно, лично я замечаю, что у моих близких и даже у моих друзей, которые живут в России, есть какая-то ностальгия по Советскому Союзу. Почему так происходит? Почему люди скучают по тому, что было давно, зная о том, что жизнь в Советском Союзе, мягко говоря, была не сахар? Это очень мягко говоря. Но все-таки мне интересно, откуда появилась эта ностальгия и почему ностальгируют даже те люди, которые толком не жили в Советском Союзе, как бы парадоксально это ни звучало. Сегодня, друзья, у меня будет интервью с моим очень близким другом и коллегой Сергеем, с которым постоянные зрители и слушатели русского радиошоу уже знакомы. Сергей родился в Советском Союзе, ходил в советский детский сад, учился в советской школе, учился в советском институте и даже успел послужить в советской армии. То есть, в принципе, первая половина его жизни пришлась на советский период. Поэтому мне, как человеку более молодому, хотя тоже родившемуся в Советском Союзе, очень интересно узнать, действительно ли в Советском Союзе все было так прекрасно, как нам хотят сказать ностальгирующие. Включите субтитры, скачайте транскрипцию на моем сайте russianradioshow.com и самое главное, смотрите это видео и слушайте этот подкаст много-много-много раз, чтобы автоматически запоминать новые слова и фразы. Вы готовы? Мы начинаем! С удовольствием. Этого человека вы уже прекрасно знаете. Привет, давно не виделись. Привет, очень давно, действительно. Мне кажется, прошло 2 или 3 года с момента нашего последнего выпуска. У тебя много нового в жизни. Ой, если рассказывать плохое, то лучше не надо. Мы о хорошем. Я думаю, мы можем рассказать, что мы находимся в твоем новом доме. Вот, это гораздо важнее, потому что, честно говоря, это я себе сделал подарок на собственный юбилей. Учитель математики, друзья, купил себе новый дом. Мне кажется, наш сегодняшний подкаст о том, когда было лучше в Советском Союзе или сейчас, можно заканчивать. Вот ответ. У тебя потрясающий, красивый новый дом. Мы сегодня говорим о Советском Союзе. Ты родился в 1965 году. Совершенно верно. 1965 год. Год, когда Советским Союзом руководил Леонид Ильич Брежнев уже. Вот. Ну, а я пережил всех руководителей, можно сказать, Советского Союза. Самое интересное, что я родился в апреле 1982 года и руководил Советским Союзом Леонид Ильич Брежнев. Да, это тоже, в общем, такой очень важный факт и многоговорящий факт о том, какой была жизнь в Советском Союзе. Я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Все эти вопросы будут начинаться с одной и той же фразы «Правда ли что?». И я решил привести разные аргументы, которые я часто, например, слышал от своих родителей. И вообще часто слышу от людей, которые ностальгируют и скучают по Советскому Союзу. И мне интересно, действительно, все так было хорошо, как они рассказывают. Маленький спойлер, я скептически отношусь к этой ностальгии, хотя я прожил в Советском Союзе просто несколько лет своего детства. Я бы, не знаю, не хотел бы ни за какие ковришки, как мы говорим, вернуться в ту жизнь. Итак, поскольку ты коллега, преподаватель, правда, не русского языка, а математики, поговорим об образовании. Правда ли, что советское образование было самым качественным в мире, и любой выпускник школы мог поступить в любой вуз без репетиторов? Мы часто это слышим. Советское образование было просто идеальным. Модель советского образования считалась очень выверенной, очень продуманный, подключены были все лучшие ученые институтов, которые создавали учебники. Вот я лично про математику могу говорить, потому что я как профессионал этого дела
Если говорить о математическом образовании в Советском Союзе, оно действительно было одним из самых крутых. И на сегодняшний день, когда очень многие реформы поменяли, потому что надо было уходить от всего советского, не сказал бы, что у них удачная получилась реформа. В общем, мы ругаем сегодняшнюю математику, к сожалению. Ну и если немного так сравнивать, то вот Китай, по-моему, повторяет эту модель советского образования, и мы слышим и знаем, как Китай высоко прыгает по всем направлениям, в том числе образование. Ну а если говорить о репетиторстве, вот лично я в советское время, это вообще большая редкость была обратиться к репетитору. Но лично я обращался по физике, потому что мне не хватало учителя в школе. Не очень у нас было качественное образование, менялись учителя по физике. И нашелся такой преподаватель в городе, который вот меня научил физике. И я действительно поступал в институт после школы без труда. То есть я хорошо сдал экзамен, меня похвалили. Это было действительно с помощью репетитора. А так, в принципе, очень были сильными учителя почему-то вот в советских школах. Ну, очень сильные. И они выучивали так, что вот я, можно сказать, из провинции поступал в столичный город, и наравне со всеми столичными штучками я поступил без проблем. Поэтому... Сергей учился в Санкт-Петербурге. Да, я учился в Санкт-Петербурге. Мне интересно, ты сказал о репетиторе, а ведь я подозреваю, что это было, мягко говоря, незаконно. И, наверное, если бы узнали, что человек за деньги работает репетитором, я даже не знаю, какие последствия могли бы быть. Черт его знает, какие последствия, потому что все равно все потихонечку этим занимались. Очень популярен был иностранный язык, репетиторство, и точные науки, потому что они сложнее всего давались, и там репетиторство было. Не так, как в сегодняшние дни. Сегодня массовое репетиторство. Массовое. Хорошо, поговорим о воспитании. Правда ли, что в Советском Союзе в детских садах и в школах детей воспитывали достаточно строго, было уважение к педагогу, к учителю, к воспитателю, и дети были более дисциплинированы, чем современная молодежь? Правда или нет? Я не знаю, как обобщить, потому что у меня был только личный опыт. А я попал в очень хорошие руки. Все воспитатели, которые меня воспитывали в детском садике, да и большинство учителей, которые меня учили в школе, я их очень многих помню. И мне они вспоминаются как добрые женщины, прежде всего. И такой строгости, сильной, и чтобы мы боялись, не было. Вот в школе, да, там побольше было таких учителей, которые наводили такой ужас, что страшно было сидеть на уроке и страшно было выйти к доске. Это было. А в садике нет. У меня мама работник детского сада, правда, она медицинская сестра была, и все, конечно, знали маму воспитательницы, поэтому отношение ко мне было, естественно, очень лояльным. Меня никогда не ставили в угол, там, я не знаю, да и других особо я не видел, чтобы ставили в угол. У меня есть целый подкаст. Я рассказал о своей психологической детской травме, о своем советском детстве. Можете его посмотреть или послушать. Это то время, о котором я не очень люблю вспоминать. И почему, вы узнаете из этого подкаста. Следующий вопрос такой. Правда ли, что в студенческой среде было как-то больше интереса и тяги к знаниям? Студенты сидели в библиотеках, они хотели учиться, они вели такую активную жизнь, ходили в кружки, ходили в секции. А сейчас молодежь вся какая-то глупая, если не сказать больше тупая. Правда ли, что студенчество в Советском Союзе было таким, каким его показывают в советском кино? Во все времена студенты есть студенты. Это молодость, юность, желание попробовать все и, конечно, закончить институт, университет как можно ярче, как можно легче.
поменялась только внешняя обстановка. Почему сидели в библиотеках? Почему сидели за учебниками? Очень просто, потому что не было компьютеров, не было интернета, и поэтому получать знания, писать рефераты, какие-то коллоквиумы, мы все брали в библиотеках. Причем были особые книги, которые, как правило, трудно было достать, и мы переписывали, списывали, копировали. Это было. Но чтобы вот считать себя сидящими днем и ночью именно по этой причине, нет. В основном, конечно, студенчество – это очень веселая, бурная жизнь. И если кто-то посещал кружки научные, то лично я посещал кружок театральный, музыкальный, так, чтобы мне было весело и чтобы было что сегодня вспомнить. Поэтому я бы не сказал, что студенты были прям такие заучки. Нет. Поговорим о здравоохранении. Очень часто мы слышим, что сейчас к врачу, к кардиологу, к невропатологу не записаться, нужно ждать приема 2-3 месяца, а в Советском Союзе все было по-другому. Правда ли, что в Советском Союзе был высокий уровень медицины, врачи были прекрасными, медицина была бесплатной, можно было попасть к любому врачу не по блату, не по знакомству, а абсолютно легально и честно? Правда ли это? Наоборот, попасть надо было по блату, по всем знакомствам и так далее. А если ты в обычной очередь попадал к обычному врачу, не всегда был факт, что тебе реально помогут. Но поскольку, как я уже упомянул, мама моя была медицинским работником, я очень много от нее слышал. Во-первых, она, когда приехала работать сюда молодым специалистом, она начинала в детской больнице. То есть было действительно очень отношение к медицине серьезное. В каком смысле? То есть инвестиции были большие, выделялись деньги или что? Я думаю, что очень серьезный отбор был студенчества в медицинские вузы, и туда никак не могли попасть те, кто плохо учились, те, у кого родители богатые и заплатили, лишь бы ребенок был впихнут в это обучение. Вот в те времена, как мне кажется, был очень строгий и серьезный отбор, и специалисты выпускались в таких нормальных медицинских вузах высокого уровня. Но это была и престижная работа, потому что интеллигенция — это кто? Врачи, инженеры, учителя. А что касается самой системы, вот как попасть к врачу, раньше же не было никаких записей, раньше были живые очереди. Никаких не было семейных врачей. Был терапевт, к которому ты был прикреплен, и даже она на вызовы приходила к тебе домой, там, и слушала тебя, и все. Такая посещаемость была живьем, то есть никакой не по телефону. Сейчас даже смешно, как по телефону врачи советуют там пить такие-то лекарства или, наоборот, пить просто чай. Ну, я вообще врачей не люблю. Поэтому вся моя жизнь как-то проходила мимо больниц, поликлиник, если не считать, конечно, детства совсем такого, где я переболел всеми детскими болезнями, и корь, и свинка. Ну, все было. Это все детские болезни. Да. Вот там меня очень много лечили, а мама так в первую очередь. Я, кстати, маму очень боялся как медицинского работника и всегда избегал. Я могу поделиться только своим опытом. У меня на советский период пришлось 2 ситуации, когда я столкнулся с врачами. Первая ситуация: в 1986 году в детском саду, в который я ходил, началась эпидемия дизентерии, потому что женщины, которые работали на кухне, что-то не досмотрели, не доглядели, и, в общем, весь детский сад заболел дизентерией. И у нас был карантин, весь детский сад, дети, воспитатели, мы все лежали в инфекционной больнице, и это было для меня удивительно. Вот воспитательница, тетя Валя, которая всегда была такой строгой, здесь я ее увидел практически беспомощной, в халате. Это было интересно. И второй мой опыт более тяжелый — это, конечно, стоматологические детские поликлиники, потому что я до сих пор не могу понять, в Советском Союзе не было анестезии или она дорого стоила. Я не понимаю, почему нам сверлили зубы
без обезболивающих средств, без анестезии. Я помню эту дикую боль. Я помню, что когда вырывали зуб, анестезия была, но когда сверлили, никогда не было. С зубными врачами у меня тоже длинная история. Но первое, что я хочу сказать, что, конечно же, мама имела знакомую, которая была зубным врачом, очень хорошим, очень добрая. Вот. И я вот сейчас даже не могу вспомнить, но у меня вот таких тяжелых воспоминаний о зубной боли нет. И уже в более таком зрелом возрасте, когда я уже себя лучше помню, я, наоборот, не любил анестезию. Мне очень хотелось, чтобы в меня ее не вливали. Какое-то было такое внушение мне, что ли, что анестезия – это нехорошо. И я терпел, если нужно было, только тогда, когда уже нерв задевали, тогда делалась анестезия. Может быть, это советское воспитание? Ты мужчина, терпи, не будь Нет. бабой. Это личные мои качества. Я не люблю лишние вмешательства в организм, если можно терпеть. Интересно. А у меня история была. У меня есть такое понятие акулья челюсть. У меня выросли 2 лишних зуба. То есть у меня за обычной челюстью еще сзади 2 зуба выросло. И тебе удаляли их? И мне их удаляли, расшатывали, удаляли. Под анестезией? Это обязательно. И даже операционная лампа на меня была направлена. Вот это было для меня, да. Но все было, опять же, как-то все по-доброму. Никаких не было страхов у меня. Следующий вопрос, касающийся здоровья. Правда ли, что в Советском Союзе люди, в частности, молодое поколение, молодые люди, были намного здоровее? Часто я слышу, вот в наше время, мама моя любит говорить, мы у бабушки на огороде морковку взяли из земли, вытерли о штаны, съели и ничем не болели. Сейчас все моют, все такое стерильное, чистое, зато у детей и аллергии, и все дети больные, еще тут какой-то аутизм появился, никогда не было вообще этого диагноза. Действительно все были здоровее или просто не могли правильно диагностировать, что у ребенка аутизм, например, или аллергия на что-то? Ну, здесь ты какой-то затронул большой спектр всяких. Я работаю в школе, и я вижу детей сегодняшних, и я вижу, как они посещают, почему они пропускают, действительно ли они больны, или это какие-то отговорки. И действительно, я вот заметил, если я по Европе катаюсь, и мы в командировках бываем именно по специальности, то есть мы смотрим, как там учатся все, 95% посещаемость в Европе. То есть там, невзирая ни на какие сопли, чихи, пуки, они все равно идут и учатся, потому что надо. У нас же настолько не то чтобы оберегают, а идут на поводу, я бы сказал, у детей, что они выдумывают какие-то причины, но совершенно, на мой взгляд, несерьезные, лишь бы не идти в школу. Поэтому, если сравнивать и говорить в те времена, да, наверное, было больше чувства ответственности, и тогда казалось, что более здоровые находятся вокруг меня люди. Сегодня я смотрю на молодежь, на парней, которые посещают спортивные залы, и я бы хотел сказать, что мне кажется, что в это время это больше, чаще происходит, чем было тогда. Может быть, тогда не было этих тренажеров, не было так много возможностей ходить в эти залы. И потому поколение такое, кто не занимался спортом, были какие-то такие хиленькие, бледненькие, может быть, чаще болели, чем другие. Ну, а те, кто, конечно, ходили в спортивные секции, на них было приятно смотреть, и радовался любой смотрящий на них, что они здоровы, полны энергии, жизни. В общем,
Я бы сказал 50-50. 50 на 50. Да. Но, во-первых, нужно напомнить, а может быть, рассказать, кто не знает, что в течение определенного периода, советского периода, бодибилдинг был незаконным, то есть он был нелегальным, он был запрещен в Советском Союзе. А то, что ты говоришь, я тоже заметил, что молодежь более спортивная, но вопрос в другом. Вот сейчас парни и девушки ходят в фитнес-клубы с 12-13 лет. Мне лично кажется, что не ради здоровья, а все-таки потому, что есть культ красоты, сексуальности, красивого тела. Я не думаю, что они в 15 лет задумываются о том, что хотят жить до 100. Наверное, все-таки они просто хотят быть в хорошей форме. Но не исключаю, что есть те, кто действительно заботится о здоровье. Следующий вопрос такой. Правда ли, что в Советском Союзе не было преступности и можно было спокойно гулять ночью по улице, и нет такого ужаса, который есть сейчас во многих городах, особенно в Европе, что у тебя могут что-то украсть, избить и так далее? Безопасно было жить в Советском Союзе? Сразу вспоминаю фильмы и комедии, и не только, где вечером на улицах городов советской страны ходили патрули. Дружинники. Дружинники. Это были обычные работники, которые по графику дежурили. Пойдем в нашу смену. К нам никто не пристает. Я хочу сказать, что преступность, по-моему, она как была, так и есть. Сейчас просто она более изощренная, очень много мошенничества интернет-путем. А то, что вечером выходить, да сейчас тоже небезопасно. Сейчас, наоборот, какая-то есть неадекватная реакция у молодежи, им не сделать замечаний. Раньше это как-то вот старших слушались больше, как мне кажется. И потому могли сделать замечания молодым, и как-то повинить их, и было такое какое-то послушание. То есть прохожие на улице, если видели, что, не знаю, кто-то ругается или дерется, могли сделать замечания, и их могли даже послушать, то сейчас человек лишний раз слова не скажет, чтобы еще не получить. И раньше очень было распространено сообщение по месту работы. То есть, если что-то где-то было совершено человеком, ему могли по месту... А там целая цепочка. И не только на работу сообщить, могли сообщить в вуз, что, например, была какая-то драка, и человека могли, наверное, выгнать, отчислить из вуза. Да, поэтому борьба с этим была более такая... социальная, то есть привлекались к этому не только органы правопорядка, а все, кто так или иначе к этому были притянуты или, может быть, обязаны это делать. Но это делалось вот как нагрузка общественная. Дорогие друзья, у меня еще осталось очень много вопросов. Я думаю, что мы продолжим уже в следующем выпуске русского радиошоу, потому что тема очень интересная. Ставьте лайк, пишите комментарии. И, кстати, не забудьте, что у меня есть онлайн-курс для уровня B1, B2 и выше, который называется «130 самых полезных русских глаголов с падежами». Все подробности в описании к этому видео и к этому подкасту. Встретимся в следующем выпуске. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу.